Всем привет, мои хорошие. Давайте подтягивайтесь. Сегодня у нас с вами будет решение задач. Решение задач. Нам надо с вами понять алгоритм, как вообще мы подходим к решению. Решение задач – это не вот тебе мы просто взяли от балды что-то, да, а это именно то, когда приходит к вам живой клиент, и вы должны рассмотреть его базу, его желания, да, его базу имеется в виду полотна волос от корней до концов. И мы с вами должны понять, вообще в голове уложить, как и что нам надо просчитывать. Вам надо понять именно этот алгоритм, поэтому давайте мы сегодня с вами к этому подойдем, потому что я здесь выписала несколько вопросов. Ну, в общем-то, они, конечно, скажем так, более-менее понятно, что во время нашей колористики что-то встает на свои места. Я выписала несколько пробелов, которые вот девчонки постоянно у меня что делают? Ошибаются. И это мы тоже сегодня проговорим с вами. У меня с вами чат есть, поэтому привет, привет. А, Чат у нас с вами есть, поэтому какие-то вопросы тоже пишите, я их увижу. И будем, конечно же, подходить сейчас более серьезно, потому что вот, как я вижу во время колористики, вы мне не решаете задачи, да? То есть вы никак не можете понять, что это и для чего это. Каждая задача – это именно конкретный клиент. Не вот тебе, да, вы просто придумали, вот я придумала вам задачу, чтобы усложнить вам жизнь. Нет, потому что у нас приходит каждый клиент со своей проблемой, и вы должны понять, как решить эту проблему. То есть мы с вами должны сначала все это в голове составить, да, если кому-то сложно, берете листочек, и ничего страшного нет. У нас очень много есть мастеров, которые плохо считают в голове. И ничего страшного вообще нет, если вы отойдете в сторону к своей лаборатории, возьмете листочек и будете все-все на нем считать сами. То есть на этом листочке ничего страшного нет. Лучше вы потратите лишние там 10 минут, но вы составите правильный рецепт, все продумаете. Не надо хватать сразу все подряд, да, все краски, потому что реально нужно подумать сначала перед тем, как приступить к окрашиванию и смешивать мисочки. Потому что у нас с вами мисочек может быть и одна, и две, и три. Все зависит именно от полотна, какую нам надо с вами проблему решить. А может быть у нас с вами решение не только в 3 мисочках может заключаться, а может быть в предварительном каком-то действии. Да? Например, допустим, у нас с вами такая существует ошибка. Пришла, например, девчонка. У нее натуральная база 7, например, допустим, или 8, там, неважно. А длина покрашена в 5. Вопрос такой, мы можем краской ее просто взять, одну и ту же краску, она хочет выйти в свой натуральный цвет и покрасить? Нет, конечно, у нас краска краску, как вы помните, не осветляет. Для этого нужно сделать какие-то манипуляции. Поэтому, когда мы с вами говорим про решение задач, это именно решение задач, проблемы, да, с именно конкретной клиенткой. Поэтому давайте вот сейчас мы с вами приблизительно будем разговаривать. Только я вам напомню, мы с вами решили, что мы работаем с нумерацией по Эстель, потому что она приближена более-менее, да, к многим. И если вы, например, забыли, я могу вам напомнить, какие у нас номера Эстель, и будем с вами дальше уже переходить в цифры. Давайте я вам напомню, потому что, скорее всего, у нас присоединились не только ученики, которые сейчас проходят колористику, но и другие, которые тоже хотят себя попробовать, свои силы в решении. Может быть, кто-то что-то не догоняет и хотят уловить вот эти вот моменты основные. Поэтому сейчас мы с вами распишем, какой пигмент, какой номер имеет. Так, видно меня хорошо? Напишите, пожалуйста. Меня видно, слышно, все в порядке? Так, доску вот так сделаем теперь на всю. Напишите, пожалуйста, видно, слышно меня? Ага, отлично, все слышно, да?
Так, хорошо, поехали. Давайте я вам напомню, у нас нумерация идет по Estelle. Я вам даже сегодня принесла палитру, эту эстелевскую обычную. Но на самом деле у меня другой нет, потому что я по Estelle не работаю, поэтому у меня вот обычная палитра. Но мы решили, что мы с вами нумерацию будем здесь. И здесь же мы с вами будем искать наши красители, которые нам подойдут для дальнейшего окрашивания. Поэтому давайте с вами напишем. У нас с вами 0. Это значит у нас коричневый, да, то есть натуральный. 0 это у нас коричневый, натуральный буковка, да, натуральный. Вернее, цифра 0 натуральный. Понятно. Дальше у нас единица, это пепел. Пепел. Пепел у нас с вами состоит, и сейчас я вам, кстати, покажу. Пепел у нас с вами состоит, это значит, здесь у нас 3 цвета. Синий, красный, желтый. Да? Здесь у нас с вами синий, красный, желтый. Помните, коричневый. Он состоит у нас из нейтрализованных цветов. Синий, красный, желтый. Но, смотрите, я вам говорила уже о том, когда вы работаете на других брендах, вы должны вообще узнать, что заложено вот в этот натуральный цвет. Потому что нейтрализация, как правило, натуральный коричневый, это уже нейтрализованный, да? То есть вот с буковкой Н, это уже нейтрализованный. Какой-то нейтрализатор сюда заложен. И поэтому он, в принципе, никогда не теплый, этот цвет. Вы должны это понимать уже. Вот, поэтому, когда мы с вами берем какой-либо цвет, да, какой-нибудь бренд, то получается у нас что? У нас может быть нейтрализованный, он может быть немножко добавлена база больше холодного, может добавлена больше зеленая, то есть основа. Это знают ваши технологи. Они вам подскажут, какой пигмент дополнительно сюда заложен, для того, чтобы у вас, когда, если вы хотите тонировать, например, допустим, или окрашивать именно только натуральными рядами, то вы должны будете просто это четко понимать, чтобы не вылез никакой нежелательный оттенок, да? Потому что вот вы, например, допустим, обращали внимание, к вам клиенты приходят, когда, и вы видите по полотну, у нее проскакивает, бликует зелень, да? Так вот, значит, вот тот краситель, который она брала и которым она красилась, значит, соответственно, имеет либо синий, либо зеленый какой-то вот пигмент, да, потому что он в реакции с фоном осветления желтым, да, дает вот нам ненужный оттенок. Поэтому вы всегда, когда пользуетесь натуральным цветом, вы хотя бы задумываетесь, что там. Потому что это тоже полноценный краситель, который у нас и закрашивает седину, но и в то же время дает какие-то нейтрализующие оттенки, да, имеет в своем составе. Тоже об этом помните. Значит, что такое у нас пепел? Пепел это синий и у нас чуть-чуть фиолетового. Почему у нас с вами написан синий фиолетовый? Да, сейчас я вам покажу. Смотрите, у нас пополам с вами находится, вот я палитру достала. И смотрим с вами пепел. Сейчас я к вам подъеду поближе. Вот он, пепел у нас, смотрите, 9,1. И мы, помните, я вам говорила про наш цветовой круг. У многих брендов вот такая вот штучка, да, такой цветовой круг есть. И в нем раскиданы номера красителей, видите? Так вот, когда мы смотрим на 9,1, вот если четко посередине, это будет у нас с вами какой цвет? Это будет у нас синий. Но у нас, видите, 9,1 чуть-чуть смещено в сторону фиолетового. Поэтому, значит, здесь у нас с вами добавлен фиолетовый цвет. То есть вот таким вот образом на палитре вы можете посмотреть ваши красители, где что находится. Ну, здесь, видите, здесь минимальное количество каких-то красителей. Поэтому мы с вами будем знать цифры и будем таким образом понимать, что находится в краске. Вот, поэтому мы с вами выяснили, что пепел это у нас с вами синий и фиолетовый. Да, вот эти вот цифры вы должны просто четко сейчас для себя знать, потому что мы сейчас начнем с вами работать уже с решением, когда задач. Мы с вами будем говорить на языке, либо вот так будем раскладывать наши решения, либо будем говорить уже на языке цифр. Сейчас посмотрим. Дальше у нас с вами идет, какой у нас второй, двойка, это что, зеленый. Зеленый. Вы себе запишите, чтобы у вас на листочке это было, чтобы вы не вспоминали, что там, а сразу посмотрели, все, зеленый, буковка З. Зеленый цвет. Буковка, все правильно. Дальше у нас трешечка идет, это золото. Так, это желтый. Да, чисто идет. Дальше у нас с вами четверка. Это у нас с вами оранжевый.
Оранжевый. Ну, кто как его называет, кто называет оранжевый, кто медный. Давайте с вами будем называть его оранжевый, будем писать буковку О. Так, дальше у нас пятый. Пятый, это у нас с вами красный. Красный, это буковка К у нас с вами будет. Дальше у нас шестой, это фиолетовый. Фиолетовый, буковка Ф. Вы помните, что у нас есть сложные цвета. Это вот такие, как оранжевый, фиолетовый, да? Вот фиолетовый здесь еще у нас. Это сложные цвета, они состоят из двух. Напишите мне, пожалуйста, оранжевый, фиолетовый состоит из каких цветов? Напишите, пожалуйста, пока я пишу вам дальше. Кто знает, ответьте мне на вопрос. Так, дальше шестерку мы написали, семерка у нас с вами, это коричневый. Да, то есть это у нас с вами называется шоколадный цвет, семерка. И, соответственно, если это коричневый, то у нас также это делается, состоит он из синего, красного плюс желтого. Но из практики, как бы вы для себя, опять же, пометьте, когда мы говорим о том, что шоколадный цвет имеет в своем составе больше меди, то есть больше рыженького, да, то есть вот этого вот чуть-чуть больше, чем синего. Поэтому на выходе, когда вы его красите, тоже для себя это учтите, он чуть-чуть с рыжинкой идет. Поэтому имейте в виду, что коричневый цвет, он коричневый, он нейтральный, да, то есть он уже сделанный специально, но когда вы красите, чуть-чуть рыжего больше, чем чего-либо. Так, значит, это оранжевый, желтый, красный, отличненько, супер, пятерка. И там еще, значит, у нас есть восьмой. Значит, что такое восьмой в эстеле? Как мы уже с вами выясняли, это у нас половина фиолетового. Если здесь фиолетовая шестерка, то здесь у нас половина фиолетового, это восьмерка. Да, пишу сразу же 1/2. 1/2, это двойка у меня такая, как вы понимаете, двойка фиолетового. 1/2 фиолетового, то есть половина фиолетового. То есть более слабый, более разбавленный. И поэтому, как правило, у нас с вами вот эта вот восьмерка в эстеле, она в основном идет у нас только на блондах уже. Потому что он более разбавленный. Ага, все правильно. Так, фиолетовый, красный, синий. Все, отлично, вы умнички. У меня все-таки вы знаете, из чего состоят цвета. И главное, чтобы вы это четко в себе в голове выучили, потому что мы дальше работаем с вами еще и на нейтрализацию. То есть помимо того, что мы с вами знаем, из чего состоит каждый цвет, нам нужно понять, что этот цвет нейтрализует. Поэтому дальше мы с вами будем сейчас уже переходить к решению. Да? Значит, вот это себе перепишите. Или со мной вместе, я надеюсь, записали, чтобы я время на это не тратила. Я сейчас сотру и будем дальше с вами говорить. Сейчас мы насухо вытрем, а то на мокром не пишет у меня. Так, давайте, пока оно сохнет, перейдем дальше, значит, к тому, что я хотела сказать. Каждое вот у нас с вами решение задачи – это действительно конкретный случай, да, то есть это конкретный живой клиент. Когда приходит с вами клиент, у нас с вами, к нам приходит клиент, вы должны четко сначала определить его волосы, да, то есть его натуральную базу, его длину, да, длина, она может быть окрашена в несколько цветов. Вот давайте, вот пришел клиент, мы с вами рисуем полотно волос. Полотно волос. И определяем наше. У нас первое, это натуральная база здесь. Да, она пришла с натуральной базой. Сколько сантиметров? 1 там сантиметр, либо 10 сантиметров, да? Мы не знаем, но сколько-то натуральная база. Это тоже очень важно. Да, первое, то есть алгоритм для себя уясняйте, пишите, когда приходит клиент. Первое, значит, что мы должны сделать? Мы должны определить натуральную базу клиента. Да? Первое, пишите, определение натуральной базы клиента. Второе,
Пишем. Мы с вами должны определить наше полотно. Оно может быть ровным, да, может быть неровным. И мы должны с вами тогда смотреть. Например, допустим, бывает, пришел клиент. Я вам сейчас рисую, это волосы, да, это волос сам. Чтобы вы понимали, что это такое. Да? Это волос. Вот пришел клиент, например, допустим. У нее корни отросли на 2 сантиметра. 2 сантиметра. Дальше у нее идет полоса, например, допустим, корни отросли на 2 сантиметра, натуральная база у нее 7. Мы пишем 7. Дальше у нее полоса идет вот здесь где-то еще 2 сантиметра. А давайте наоборот лучше поменяем местами. Значит, здесь у нас 7, натуральная база, 2 сантиметра у нас здесь. Дальше у нее дальше идет полоса, уровень 6. Эта полоса идет 1 сантиметр, допустим. Дальше у нее идет следующая полоса, 8. Да, 8 у нее идет там, например, 3 сантиметра. Да? И дальше у нее идет, например, допустим, полотно 9. Даже вот так 9 сделаем, а здесь у нас 10. И то, они же могут быть у нас с оттенками. У нас с вами не просто вот так вот, а мы с вами еще понимаем, что на всех должен быть оттенок. Здесь 3, например, здесь 10, и концы у нас, например, это в сантиметрах, да, мы здесь, помните, сантиметры. И концы у нас там сантиметров 5 вообще убитые. Да, то есть 10 совсем вот убитая. И она как бы хочет, тогда у нее желание, да, прийти в свой цвет в 7,1. И нам, видите, надо будет каждый раз определять. Но когда мы с вами определяем вот эту длину, да, которая у нас именно волос, наша длина, то есть полотно полностью от корней до концов, мы с вами рассматриваем цвет и определяем вот здесь вот, да, и себе записываем. Потому что у нас действительно может быть вот такое разное полотно. И только вы можете понять, что оно разное, да, когда вы будете смотреть на него. Потому что, если честно, клиент вот эту полосу видит только тогда, когда она чуть-чуть отросла. То есть тогда, когда эта полоса, например, допустим, будет вот здесь, поменять, если местами, вот тогда будет клиент видеть. Если эта полоса идет сразу за натуральным темным цветом, она не сильно бросается в глаза. Будет бросаться в глаза, если у вас эта полоса поменяется местами. То есть здесь будет 8, а здесь будет 6. То есть ее когда-то, да, затемняли ей корень и красили. То есть вот это вот то, что мы с вами написали цифры, это работа красителя на ее длине. То есть так, как у нас краситель с вами брался. И поэтому мы с вами должны четко вот эту задачу решить. Она у нас с вами хочет 7. Понятно, 7 она хочет вернуться к своему натуральному цвету. Поэтому мы смотрим, например, у нас здесь смотрим, полотно 8. Вы смотрите, какой у нее там фон осветления. Помните, я вам говорила на уроке о том, что у нас фон осветления есть разный. Есть фон осветления после красителя, есть фон обесцвечивания после порошка. Так вот, фон осветления и фон обесцвечивания, он разный. Понимаете? Когда мы работаем с порошками, фон обесцвечивания у нас очень интенсивный. Вот, у нас вот этот вот фон обесцвечивания с вами идет тогда, когда мы работаем с вами с порошками. Ой, мамочки. Когда мы работаем с вами с порошками. Давайте я вам лучше принесу поближе, потому что здесь не очень видно вам. Вот это вот у нас с вами идет фон обесцвечивания. Видите, это интенсивные цвета. А фон осветления у нас с вами будет, когда вот эти наши все интенсивные цвета будут разбавлены более, скажем так, коричневые, то есть приглушенные. Они не будут вот такие интенсивные, как вот здесь при фоне обесцвечивания. При фоне осветления у нас с вами цвета все будут более спокойные. Поэтому, когда мы с вами смотрим полотно, мы всегда можем определить фон осветления. Да? Мы четко знаем, что здесь 7, она от природы имеет, да, то есть вот вы понимаете, что изначально каждая цифра имеет свой фон осветления. И мы с вами обязательно это знаем, даже когда не красим краской. У нас, вы
просто априори понимаете о том, что есть фон осветления. Даже когда вы не трогаете краситель. Это заложено природой. Вот какая вот она пришла к вам, значит, она тот фон осветления имеет. Поэтому у нас с вами медь. Значит, соответственно, фон осветления меди. А вы мне пока напишите, какой фон осветления у нас дальше. То есть у нас следующий восьмерка, шестерка, девятка, десятка. Вы мне пишите, какой фон осветления здесь. А я пока напишу, какой фон осветления семерки. Семерка, мы с вами пишем цифрами, как мы с вами говорили. Цифры мы с вами разобрали по шкале Эстель, поэтому будем озвучивать. Значит, у нас семерка. Семерка у нас это 43. Пишем сверху. Значит, у нее здесь фон осветления 43. Вы должны это знать. Дальше, восьмерка. Кто мне там пишет? Напишите, пожалуйста. Мне нужно, чтобы вы со мной участвовали. Сама с собой мне вот это вот не надо. Я хочу, чтобы вы понимали, вы мне не можете решить задачу, значит, вы не можете разобрать проблему с клиентом. Я хочу, чтобы вы были супермастера. Вы должны четко видеть прямо на глаз все. Напишите мне, пожалуйста. Восьмерка у нас здесь. И вы видите... Желто-оранжевый. Отлично, Олечка. Значит, смотрите, мы с вами говорим, когда мы красим красителями. Ага, Альбин, да, что 33, что 34. У нас с вами эти цвета, они, скажем так, близкие. Да? Когда мы берем с вами микстон 33, да, 834, 93, 10, 003, убитый волос. Отлично. Да, супер, все, вы, значит, у меня все это понимаете. Но давайте с вами теперь разберемся. Он 8,34, вот такой яркий, насыщенный, как вот у нас вот здесь вот нарисован, да? Где у нас восьмерка? Вот он, да, у нас, вот он. Он прям такой яркий, нарисованный, видите? Он таким не будет, вы помните. Он у нас такой чуть-чуть коричневатый, то есть грязноватый, скажем так. Грязновато-золотисто-медный. Правильно? То есть вот этот цвет, вот я пишу вам 34, но вы помните, что он грязный, поэтому не перепутайте его с каким-либо другим. Все, когда мы с вами работаем красителями, они цвета все сразу изначально грязные. Когда смывается краситель, тогда они получаются грязные, да? Поэтому правильно, у нас с вами 34 идет, все правильно. Шестерка. Так, что мне там? Никто шестерку не написал? А шестерка у меня, вот она. Кто, пропустили шестерку? Не вижу. Давайте шестерку мне. Так, что вы мне там дальше? Девятка. Девятка, правильно. Опять же, девятка. У нас с вами 9,3, да? Но не забывайте, что она грязная 9,3. Вот, поэтому здесь у нас будет трешка. И десятка у нас, смотрите, кто-то мне там написал 10,003. Шестерка у нас красно-медная. Нет, шестерка у нас просто медная идет. Красно-медная это уже, ну, согласна, красненький все равно там будет. Там будет медно-красный, скажем так. Красного будет меньше. Да, совершенно верно. Шестерка у нас медная, но она уже будет больше склонна иметь больше краснинки, чем чего-либо. Но это не красный-медный. Вот он у нас, посмотрите, шестерка с вами. Да, вот сейчас я вам пальчиком покажу. Вот он, видите, он у нас с вами идет оранжевый. Вот он, видите, чистый. Но этот оранжевый уже будет в себе содержать, естественно, и красный. Конечно же, мы об этом с вами должны обязательно знать. Но это не будет красно-медный, это будет медный, ну, чуть-чуть красненький. Правильно? Можем так с вами говорить об этом. Поэтому это у нас все-таки медный. 4. И вот по поводу десятки я вам не закончила. Смотрите, 10,003, когда мы с вами видим цвет, то есть такой он уже совсем прозрачный, да, цвет, это уже практически 11-й ряд. То есть волос тогда, ну, убитый такой, да, это уже совсем такой слабенький волос, пористый. Когда у нас волос убитый, скажем так, такой шероховатый, и вы видите, вот такой совсем прозрачненький, 10,003, это тогда вот мы считаем, что это уже 11-й ряд. А нормальный здоровый волос имеет 10,03.
да, то есть поэтому это у нас 0,3 с вами получается, 0,3. И вот когда мы с вами определили наше полотно полностью, мы с вами расписали, значит, у нас с вами 43, 34, 4, и начинаем с вами дальше думать. Потому что у нас, посмотрите, у нас неравномерное полотно, а она хочет равномерное полотно. И как нам с вами быть вот с этим, да? Первое, что мы с вами должны делать, и еще плюс у нас разница, видите, какая большая. Но здесь, видите, корни мало отросли, поэтому мы с вами не будем сильно запариваться. А вот здесь у нас, например, корни могут отрасти 10 сантиметров. И тогда нам уже немножко придется по-другому подходить к решению задачи. Сейчас разбираем простейшее. Вот она устала от этого полотна. Да, видите, у нее была такая растяжка цвета. И мы с вами должны думать, как же нам в 7.1 с вами закрасить. Мы с вами, когда вот это вот все думаем, мы должны думать, начинать с того, что самое сложное для нас. То, что для нас будет вот мешать ровному цвету. А значит, соответственно, больше всего нам будет мешать что? Больше всего нам будет мешать это 6, да? Потому что она темная. И больше всего нам будет мешать 10. Вот так я вам нарисую, чтобы вы видели. Почему? Потому что полоса, если вы покрасите в ровный цвет, возьмете 7, да, полоса вот эта вот, 6, она останется. Эта полоса, она темнее на 1 тон, и она никуда не денется. Поэтому вам нужно первое, что думать, это что делать с этой полосой. Да? Поэтому мы, когда будем с вами говорить, мы должны продумать рецепт, что мы будем делать с этой полосой именно. И у нас с вами проблема – это 10. Почему? Потому что мы с вами должны затемнить на сколько тонов. Мы считаем с вами, мы должны затемнить 10, 9, 8, 7. Да, мы с вами должны затемнить на 4 тона. Видите? То есть мы должны с вами внести в пигмент и, да, в 10, в 9, в 8 и получить на выходе 7. То есть, соответственно, нам надо затемнить на 4 тона. А это значит, что если больше, да, 3 тонов у нас, нам надо сделать предпигментацию. Да? Поэтому вы понимаете, что у нас здесь не хватает цвета, иначе у нас с вами концы, вы когда нанесете чистый цвет, он, кстати, получится такой мышиный, очень красивый цвет, но он будет не тот, как по полотну по всему. Поэтому вы сразу смотрите на полотно и должны вы понять, где здесь проблема. Первое, значит, у нас с вами, значит, мы с вами определили полотно, первое, да, определили желаемый цвет, да, не забывайте о том, что вы тоже его определяете. Вы даете клиенту палитру, и она выбирает цвет, который она хотела бы иметь на себе. Либо, когда она говорит, я хочу покрасить в тон равномерно, то есть вернуться в свой цвет, вы тогда определяете ее натуральный цвет и подбираете приблизительно краситель, который будет соответствовать ее натуральному цвету. То есть вы должны понять, от чего мы с вами стартуем. Да, либо она вам показывает пальчиком, да, что она хотела бы иметь, либо она говорит, выровняйте мне, я хочу в свой цвет волос вернуться. Тогда вы должны определить, какой же у нее цвет волос. И тогда как бы мы с вами делаем. Но смотрите, вы, во-первых, клиента, когда мы возвращаемся в натуральный цвет волос, то есть мы выравниваем с вами полотно, вы должны всегда оговорить, да, что это искусственный краситель. Да, создать, мы можем приблизиться к вашему цвету, но получить именно 100% ваш родной цвет мы никогда не можем. Никогда, потому что нет таких красителей, которые у нас с вами будут 100% повторять натуральный цвет. Натуральные цвета, натуральных цветов, оттенки, вот эти вот цветовые нюансы натуральных цветов, это просто невообразимое количество их. Это полутона, это какие-то оттенки, которые смешанные, да. Ну, таких красителей просто в природе не бывает. Мы можем приблизительно повторить, да, приблизиться к ее цвету, но на 100% повторить ее цвет мы не можем никогда. Вы это тоже должны предупредить клиента.
я постараюсь, как бы так и говорите, приблизиться к вашему цвету, но стопроцентно повторить его это невозможно, потому что создала природа. И сколько всего туда заложено, вот этих вот, да, пигментиков у нее от природы, которые дают ей вот этот цвет, мы просто не можем сосчитать. Мы приблизимся. Вот, значит, второе, это мы с вами определили натуральный цвет. Значит, еще раз, первое полотно определили, второе мы определили натуральный цвет, и третье у нас с вами, это уже решение идет наших проблем. Значит, третье мы с вами определили, это что? Нашу проблемную зону, с которой мы должны продумать заранее и с этой работы начать. Эту работу надо начать, потому что если мы возьмем с вами краситель и просто нанесем, у нас ничего не получится. Понимаете, вот у нас вот такая вот ерунда. Ничего не получится. Поэтому вы видите проблему, ее определяете и начинаем думать, что мы с этим сделаем. Так, значит, у нас мы определили с вами две проблемы. Это шестерка и десятка. Первая у нас с вами это шестерка. Как нам сделать 7, 1? Скажите, пожалуйста, какие варианты у вас есть? Мы с вами прошли уже 3 урока по колористике и много уже знаем. Да, я вам давала и рассветляющие цветовые базы, давала порошки. С порошками мы тоже с вами можем работать, да, на подчищение. На 6:00 Альбин, я не поняла, напишите, пожалуйста, что такое на 6:00 Мы с вами должны выйти в 7. А зачем вы взяли холодный шестерку? 6:00 я не понимаю цель. Это аммиачный. Ну, 6:00? У нас здесь нет 6:00. У нас здесь есть 6:4. У нас здесь есть фон осветления. Аммиачный корректор. Правильно. Я поняла суть вашу. Вы взяли аммиачный корректор, который нас расцветлит на 1 тон. Конечно, мы с вами говорили о том, что у нас есть много вариантов для рассветления. Правильно? То есть мы с вами можем взять аммиачный корректор. Совершенно верно, Альбин, я поняла сейчас, о чем вы говорите. А то вы написали 6:00 Я поэтому не очень поняла, что имеется в виду. 6:00 это не база натуральная, а у вас 00 это аммиачный корректор. Все, я поняла вас. Видите, говорим цифрами и не очень понимаем. Вот теперь понятно. Значит, объясню, что нам предложила Альбина. Альбина нам предложила вариант. Мы можем рассветлить на 1 тон, взяв аммиачный корректор с каким окислителем? И таким образом мы с вами рассветлим на 1 тон. Альбин, с каким окислителем вы берете аммиачный корректор, чтобы рассветлить на 1 тон? Напишите, пожалуйста. Зарема Альбина, да? 3 тона. Ой, вернее, 3%. На 1 тон. Значит так, смотрите сюда, девчонки. Проблема в том, что вот это у нас с вами уже краситель. Это не натуральная база, да, 4,5. Это уже ближе к делу, да. Но вы же хотите в итоге получить 7,1, понимаете? 7,1. Вы хотите рассветлить на 1 тон то, что у нас уже с вами краситель смылся. То есть у нас фон осветления именно остался красителя. Когда вы начинаете поднимать его с 3% оксидом, да, вот этим корректором, вы потом в итоге получите такой грязный фон, что у вас 7,1 не ляжет, просто не ляжет. Потому что вы, например, аммиачным вот этим корректором, да, нанесете, и вы получите, да, ну, получите максимум 43, да, 43. А нам надо 7,1. И когда мы начнем нейтрализовать, у вас получится в итоге, правильно, Альбин, правильно, теперь понятно, шестерку мы должны взять, потому что 6-й оксид у нас понимает на 1-2 тона, а нам надо в данном случае 2. Чтобы получить 7, нам надо осветлить помощней, посильней. Почему? Потому что мы должны почистить вот этот вот, все правильно,
Значит, мы должны почистить с вами вот этот вот фон, который у нас остался после красителя, да, фон осветления, который у нас с вами 4. И вот чтобы мы должны были почистить его, нам нужен, естественно, окислитель посильней. Понимаете? Тогда мы с вами наносим вот на эту полосу, да, вот этот вот четко прям наносите везде, по всем волосам, ищите эту полосу, везде наносите, выдерживаете время, рассветляете на 2 тона себе, да, ее, да, для того, чтобы потом положить уже чистый вот этот вот наш краситель. Но вы не забывайте, что у нас есть зоны, которые 8 и 9. Конечно, когда вы аккуратненько кладете вот этот вот краситель, да, этот корректор аммиачный, на эту зону для того, чтобы просветлить, вы обязательно залезете и на вот эти полотна. И у вас эти полотна тоже осветлятся. Понимаете? Вот, поэтому первая работа, совершенно верно, да, мы с вами можем использовать либо аммиачный корректор, правильно? Либо вы добавляете в порошок с маской, тоже аккуратненько можно наносить. Либо мы с вами делали цветовые базы, которые рассветляющие, я вам это давала. Сейчас, секунду, я вам найду. Да, вот цветовые бани, которые у нас рассветляющие с суперблондом, ну, либо аммиачным корректором, да, вот мы с вами, вот у нас цветовая баня, которая у нас есть рассветляющая, да, вот осветляющая это, да, вот. Видите, мы с вами это все писали. Вы себе должны вот такую шпаргалку ученика. Вот, видите, я написала шпаргалка для ученика. Когда ко мне вот приходят на обучение, я вот могу такие шпаргалки выдавать. Вот написала вам об этом. Ну, как правило, вы сейчас себе их распечатаете. То, что я вам дала информацию, у вас вся она есть в уроках. И вы, конечно же, себе распечатаете и будете просто, помните, я вам говорила, перелистывать и искать это решение проблемы. Так вот, значит, либо порошком, либо корректором, либо спецблондом, суперблондом вы можете эту проблему решить за подчищение. У вас появится, естественно, другая проблема. У вас появятся засветленные вот эти критические зоны, то есть зоны стыка с 8 и с 9. Но эту тоже можно проблему решить, как вы помните. И у нас первое решение задачи, это идет рассветление нашей 6. Да? Дальше у нас с вами 4. Повторять не надо, алгоритм ясен, да, как мы с вами идем пошагово. Записываем 4. Наше решение с вами проблемы, это уже с 10, помните? И плюс. Вот с этой 10 вам хорошо поможет, когда мы с вами будем работать, да? Это у нас, мы с вами пройдем по всему полотну. Мы сделаем что? Предпигментацию. 3, значит, у нас, 4, значит, у нас с вами мы должны 10 сделать что? Предпигментацию. Предпигментацию. То есть мы должны с вами вернуть цвет, да, либо его называют репигментацию, то есть возвращение цвета. Мы с вами должны какой взять с вами цвет, какой мы должны взять краситель, напишите мне, пожалуйста, для того, чтобы добавить нехватающего, то есть сделать компенсацию нашего оттенка. Какой мы с вами должны взять цвет, чтобы получить вот эту подложку, на которую мы с вами будем накладывать уже более ровный оттенок, для того, чтобы его получить. Напишите, пожалуйста, что нам надо взять для предпигментации. 7,34. Так, какие еще варианты? 10,3. У нас здесь 10,03. Если 10,3 возьмем, 8,3. Так, уже лучше. Но давайте мы с вами все-таки еще чуть-чуть включимся. У нас с вами желание холодного цвета. Мы с вами можем взять 8,3. Это, кстати, неплохой вариант. 7,34 за рэм мы тоже можем взять, да, потому что здесь и золото, и медь. 9,3 это будет маловато, потому что нам надо с вами поднять до 7, да. А значит, соответственно, чтобы цвет потом хорошо лег, лучше там поднять, опустить, вернее, скажем так, до 8. Потому что 8
да, на восьмерку, если мы положим семерку, получится уже тогда холодный чистый цвет. Ясно? Поэтому нам лучше с вами затемнить до восьмерки, да. Но опять же, когда мы с вами берем 8,3, все это прекрасно, все это замечательно, но у нас с вами желание холодного цвета. А значит, соответственно, если вы возьмете 8,3, вы не забывайте о том, какой получится у нас цвет по полотну, да? И значит, соответственно, вам надо продумывать что? Главное, нейтрализацию теперь уже полученного цвета, который у нас с вами будет. И эту нейтрализацию мы тогда должны будем с вами заложить уже в красителе. Значит, дальше. Поэтому, когда мы с вами делаем все-таки холодные цвета, я вам уже говорила на том уроке, по-моему, что все-таки, если мы с вами делаем холодные цвета, выберите коричнево-золотые, либо золотые коричневые, чтобы вам нейтрализацию делать пришлось легче. Я вам говорила, там либо натурально-золотые вы берете, либо шоколадно-золотые, либо, наоборот, золото с шоколадом. То есть вы берете такие как цвета, как, например, допустим, 0,3 у нас есть, он натуральный с золотом. Правильно, Зарем, то есть 37-й, то есть у нас получается золотисто-шоколадный, то есть золотисто-коричневый. Эти цвета нам дадут, скажем так, меньше напрягов, да, то есть мы с вами получим не интенсивную какую-то там, какого-то цыпленочка, да, а мы с вами все-таки более спокойный получим базу, более спокойную, которую потом в итоге мы с вами сможем спокойно покрасить. И вы, опять же, не забывайте о том, что мы не боимся делать вот эту предпигментацию. Почему? Потому что, во-первых, у нас с вами наполнится десятка, она возьмет максимально в себя, как вы понимаете, потому что волос пористый, и это берет в себя максимально. Дальше мы сделаем с вами, наполним чуть-чуть девятку, войдет столько, сколько нужно, оно не сможет сделаться темней. Вы понимаете, что на каждом вот этом этапе у нас возьмет столько, сколько нужно. Поэтому мы с вами делаем предпигментацию, мы берем с вами, что мы там с вами написали, какой? 8,37. 8,37. То есть делаем предпигментацию 8,37. Как мы с вами делаем предпигментацию, я вам тоже все давала, все рассказывала. Вы помните, мы с вами делаем на влажные волосы, прям в мойке. У нас краситель, окислитель, шампунь, для того, чтобы все легче входило. У нас с вами шампунь что делает? Он держит цвет и не будет провала сильного, но всегда мы с вами контролируем. И мы знаем прекрасно, что десятка, она наполняется быстрее всего. Поэтому вы контролируете все по полотну, чтобы более-менее полотно у нас подровнялось. Так как мы первым этапом с вами осветлили, и пришли мы с вами, когда мы с вами сделали вот это осветление, мы с вами, да, нам же надо из шестерки выйти в семерку. Значит, нам надо выйти в восьмерку. И мы с вами вышли здесь. Он у нас где-то будет 34-й. Да, то есть, ну, он же грязно-коричневый, поэтому 0,34 у нас с вами будет, правильно? Раз мы не порошком, а корректором с вами работаем. И, соответственно, у нас вот этот тоже 34 есть. Мы с вами, когда добавляем наш 8,37 на предпигментации, мы в итоге что получаем? Помните, мы говорили о том, что семерка это тоже коричневый. То есть мы с вами таким образом здесь еще больше разбавляем коричневым. Понятно? То есть мы с вами и вот эту шестерку бывшую, вот она, теперь она стала 8,034, еще больше разбавляем. И она уже будет у нас 8, там, например, 0,034. Понятно? То есть она еще больше ослабнет, что опять же нам в плюс. И наши тона чуть-чуть подровняются. Здесь у нас с вами, да, чуть-чуть тоже заглушится, то есть здесь прибавится нолик. Здесь у нас чуть-чуть насытится, будет 8,34. И десятка у нас тоже насытится.
То есть следующий этап у нас с вами, запишите, что нам надо сделать предпигментацию. И желательно все-таки не 8,3, а чем-то более спокойным, потому что мы с вами хотим в итоге получить больше холодного, чем теплого. Вот вы как бы здесь тоже должны голову включать. Вы можете добавить 8,3, вообще проблем нет, можете 8,34. Но следующий этап, который мы с вами должны, это 5. Нам надо теперь рассчитать красители. Потому что у нас с вами краситель, у нас же здесь еще не тронутая база с вами, правильно? Она не тронутая. И нам тоже надо для этого рассчитать. Теперь, когда мы составляем формулу, мы с вами составляем 2 миски. 2 миски. Кстати, напишите мне, пожалуйста, когда мы делаем препигментацию, мы смываем препигментацию или не смываем? Напишите, пожалуйста. Пишите, пишите, давайте, я жду. Мне просто нужно, чтобы вы четко знали, как какое действие делается. Смываем ли мы здесь, когда делаем аммиачный корректор, и смываем ли мы препигментацию. Так, отлично, препигментацию не смываем, а корректор смываем? Так, препигментацию не смываем, правильно. Отлично. Мы с вами промакиваем, да, полотенцем эту препигментацию. Так, корректор смываем, отлично. Правильно, корректор смываем. Поэтому, да, когда мы смыли с вами корректор, дальше мы с вами делаем препигментацию прямо в мойке, никуда мы не уходим. Сразу же делаем эту препигментацию, промакиваем полотенцем. И вот теперь следующий момент. Да, корректор смываем, все правильно. Значит, следующий момент. А когда мы с вами разводим 2 миски, вы опять же должны продумать, делаете вы на мокрые волосы, либо на сухие волосы. Да? Здесь нам надо выровнять цвет, выровнять цвет. Мы не тонируем технику, девочки, не тонируем технику, мы с вами выравниваем цвет. Значит, мы цвет должны сделать более плотным, более насыщенным, чтобы он у нас держался дольше. У нас не техника, а значит, соответственно, что с волосами надо сделать? Волосы надо посушить. Для того, чтобы у нас правильно, Заремочка, все отлично. Вы прям в теме, все со мной, мне приятно с вами разговаривать, вы у меня все-таки какие-то азы знаете. Прекрасно. На сухие, супер, молодцы. Правильно, для того, чтобы нам получить более яркий, насыщенный оттенок, более ровный цвет, да, у нее желание холодного цвета, а не какого-то полутона, правильно? Нам с вами надо обязательно перед этим посушить волосы. Значит, у нас 5 это сушка, да, сушим волосы, сушка, да. 6 теперь уже у нас с вами следующий этап решения. То есть мы с вами, видите, сколько уже сделали перед этим, перед тем, как, в принципе, покрасить. Не просто взяли краску, а сколько манипуляций сделали. Дальше, 6 мы с вами теперь должны развести 2 миски с краской. Первая миска у нас идет с вами на корни, а вторая миска у нас с вами идет на длину. И мы теперь с вами рассуждаем, что же нам надо взять, чтобы получить на выходе 7,1. Да? Какой нам надо взять? Первое – краситель. Какой нам взять надо? Второе – окислитель. Да? И какой нам надо взять? Корректор. Почему обязательно корректор? У вас натуральная база, положите 7,1. Я сейчас вот это сотру, для того, чтобы мне дальше писать. Хорошо? Вот, а вы себе запишите, кто не успел записать, пожалуйста. Потому что мне нужно сейчас будет расписывать с вами дальше. Так, 6 у нас с вами. Еще раз повторю.
Мы с вами теперь хотим седьмой уровень, который у нее есть, натуральная база. Мы хотим получить 7,1. Давайте с вами думать, какой нам надо в первую очередь взять краситель, да? Давайте с вами думать. У нас с вами семерка от природы, которая имеет свой фон осветления, у нее, так, кто-то написал, Альбиночка, с 3%, 66-й фиолетовый и 11-й пепельный, да? Давайте посчитаем. Я с вами согласна, но не совсем. Сейчас объясню почему. Значит, смотрите, вы предлагаете взять 7,1. А какой оксид? 3%. 7,1 плюс 3% плюс 0,66 микстон плюс, что там у нас какой? 0,11. 0,11. Давайте с вами рассуждать. 7,1 плюс 3%. Да, у нас с вами корни здесь маленькие, да, 2 сантиметра. По идее, 4% справится. Но вы не забывайте о том, что мы всегда получаем более яркие пепельные тона тогда, когда мы с вами осветляем сильнее, да? То есть у нас с вами 7,1 будет более серым, если он ляжет на восьмерку. Правильно? Но я бы поступила бы тоже с 3% оксидом, так же, как и вы. А то какие пропорции, естественно, сейчас мы с вами это будем разговаривать. Мы сейчас дойдем до этого. Я к чему вам и веду. Мы сейчас с вами будем писать пропорции, все. Потому что есть но. Вот Альбина нам дала 7,1, вот то, что я вам записала. Пока без пропорции она дала. Но мы с вами рассуждаем. Также мы можем здесь, например, допустим, взять 1,5% оксида, но опять же заложить туда больше количество нейтрализаторов, да, сюда заложить больше количество. Волос осветлится меньше, и как бы нейтрализаторы дают, да. Я бы, может быть, и оставила бы 3% с вами, да, здесь. Почему? Потому что на самом деле корни всегда должны быть темнее, чем длина, да, то есть это кажется естественным. И чтобы фона осветления потом, когда цвет вымывается, не было вот этого вот на уровне восьмерки, потому что, когда вы помните, цвет вымывается, остается фон осветления, да, то есть то, что у нас произошло вот здесь. Когда вот у нее корни отросли, вот здесь вот ее волосы подсмылись, и фон осветления открылся на уровне восьмерки. Здесь у нас с вами получилась засветленная полоса. Значит, соответственно, здесь у нас брали 6% оксид. Я бы оставила бы, например, допустим, действительно 3%, но добавила больше бы микстонов, да, для того, чтобы все-таки интенсивность цвета повысить. Он не будет как мышиный никогда, потому что мы с вами не убираем, да, то, что у нас есть от природы свое. Мы не засветляем сильно волосы, то есть не сильно поднимаем фон осветления. Напишите, понятно, что я говорю сейчас? Вот, и когда мы с вами не сильно осветляем волосы, у нас все-таки, когда мы красим, получается больше такой натурально холодный цвет. Он будет холодненьким, но он не будет мышиным, таким вот он кричащим, пепельным не будет. Он будет спокойным, пепельным, да, оттенком. Поэтому я согласна с Альбиной, мы могли бы здесь оставить 3% оксид. Я к чему это все веду? Пропорции сейчас мы с вами все запишем. Понятно, отлично. Пропорции мы с вами все запишем. Я хотела бы просто еще раз обратить внимание на фон осветления семерки. Фон осветления семерки у нас 43, правильно? Согласны? Да, мы с вами взяли 66 и 11. Да, то есть пепел у нас с вами нейтрализует четверку, а тройку нейтрализует 66. Помните, корректоры у нас нейтрализация. То есть по логике, да, вещей, если мы взяли 43 здесь, то нейтрализовать мы с вами сможем каким? Да, значит, у нас получается 16, правильно? Мы нейтрализовать можем 16. Значит, 43 мы нейтрализуем 16. Значит, уже смотрите сюда, что у нас с вами происходит. Взяв 7,1, да, у нас с вами на нейтрализацию уйдет единичка, да, останется желтый. И вы дальше будете работать с микстонами.
Но, опять же но, я вам должна сказать по секрету, и вы это уже знаете, я вам на самом деле этот секрет раскрывала в наших обучениях, тем, что у нас с вами это красный плюс желтый. Именно красный. Вот это красное у нас с вами большая проблема. Большая проблема, потому что если вы нанесете 7,1, то у вас не будет нейтрализации. То есть если мы с вами 7,1, даже если 7,16 нанесем, возьмем краситель, у вас не будет на выходе коричневого цвета. У вас будет все равно на выходе с рыжинкой. То есть мы с вами, если, давайте сейчас я вам напишу, чтобы вы просто поняли. Я пока вот это не стираю, потому что мы с вами дальше дописывать будем. Если мы с вами возьмем, давайте с вами считать. У нее натуральная база 43, да? Значит, мы с вами возьмем 43 базу, да, то есть натуральная база 43. Прибавим 43. Это давайте мы с вами не в цифрах, а сразу же начнем писать в буквах, как мы с вами расписываем. 43 медь, да, у нас с вами, значит, это красный плюс желтый. Дальше желтый, да, дальше мы с вами берем единичку. Так, стоп, единичка. С единичкой у нас с вами синий плюс фиолетовый, а фиолетовый у нас синий плюс красный. И вот мы, когда с вами это все высчитываем, мы с вами в итоге к чему придем? Давайте сосчитаем. 22. Зараем правильно, немного зеленого, супер. Вот это вот правильно, к этому я как раз и веду. Отлично, молодцы. Приятно сегодня с вами болтать. Вы сегодня активно участвуете. Все-таки хоть чуть-чуть разобрались уже. Меня это очень радует. Значит, наш 5 числа наш урок все-таки состоится. Так, давайте с вами пока посчитаем. Значит, у нас с вами одна, здесь получается, да? Сейчас, секунду, мы с вами, что тут, 43-й. 2 и плюс, значит, 43-й разбираем. Здесь у нас получается 2 к 1, да? Значит, у нас 2 к 1, это значит 1 и 1, правильно? Вот это у нас с вами 2 молекулы, здесь 1, правильно? 43-й расписали. Дальше здесь у нас идет 1 плюс 1, значит, здесь у нас 1, да, это пепельный цвет, вот этот мы разбираем. Здесь уже у нас 0,5 и 0,5. Да, и давайте высчитывать. Здесь одна молекула красного плюс 0,5 красного. Я сразу буду зачеркивать, чтобы мне не запутаться потом. Значит, у нас 1,5 молекулы идет красного. Дальше, считаем дальше, желтый. 1, 2, все, 2 молекулы желтого. Плюс дальше синий, 1,5 молекулы синего. 1,5 молекулы синего. Высчитываем дальше. Красный, желтый, синий. Получается уже у нас коричневый с вами, да? Получается. Давайте посмотрим по наименьшему числу. Значит, у нас с вами получается 1,5 молекулы коричневого. Плюс у нас с вами получается... Так, сейчас, простите. Завершила. И плюс у нас с вами получается, что еще? Остается 0,5 желтого. 0,5 желтого. Правильно? Правильно я сосчитала? Самое наименьшее. Все, здесь 2 желтых у нас было. Все. Видите, у нас с вами, когда мы с вами 7,1 нанесем, нифига не получается нейтрализованный цвет. Не получается. Он получается все равно желтый. Понимаете? На выходе он все равно будет желтый. Вы должны это понимать. Поэтому, чтобы нам все-таки нейтрализовать этот цвет, нам надо взять, значит, все-таки что? Какой краситель, пишите мне. Вот я вам вывела вот эту формулу. Какой мне нужно сюда краситель взять изначально? То есть изначально мне с вами нужно взять другой краситель. Какой, напишите, пожалуйста. Коричнево-желтый. Это значит, у нас с вами получается на выходе 0,3. Вот такой у нас с вами получается. Напишите мне, пожалуйста, какой я должна краситель тогда изначально взять. Чтобы мне хотя бы сделать нейтрализацию. И это пока у нас с вами нейтрализация не корректорами идет,
А именно идет у нас нейтрализация красителями. То есть у нас красители, они более сбалансированные. Я вам говорю, а вы мне пишите, какой краситель я должна тогда взять для того, чтобы решить первую задачу. Первый пункт решения нашей вот этой большой задачи. 12-й, да? А 12 это что у нас идет? Да? 12 это идет у нас пепельно-зеленый цвет. Правильно? А мы с вами получили золото больше. Изначально какой нам краситель надо взять, чтобы золото убрать? Дальше уже, когда мы с вами говорили про добавление немного зеленого, это мы будем делать более холодный цвет, то есть нейтрализовать наш ненужный оттенок. 21. 21 у нас опять зелено-пепельный. Понимаете, если мы возьмем зелено-пепельный цвет на наш вот этот вот фон осветления, да, мы можем получить небольшую проблему. Так, девчонки, давайте все снова. Мы с вами только что говорили о том, что если мы возьмем с вами 7,1, мы на выходе получаем, да, 7,03. 7,03. Мы получаем вот этот 7,03. Чтобы нам изначально уйти от 7,03, а получить 7,0, какой нам надо взять цвет? Нам надо взять 7,16. И тогда наш фиолетовый цвет здесь уже забьет сразу, да, заглушит, нейтрализует нашу трешку. И мы на выходе получим 7,0. Всем понятно? Напишите плюсики. 7,16, да, совершенно верно. Не 7,6, а 7,16. Зарема правильно написала. Вот, значит, соответственно, вот исходя из этого подсчета, я сейчас это убираю уже. Вот исходя из этого всего, мы с вами поняли, что мы с вами здесь добавили 7,16, да, для того, чтобы у нас получился 7,0. Но 7,0 нам же мало. И, значит, следующий еще момент. Значит, вы должны здесь уже тогда, да, если мы с вами уже практически вышли в 7,0, мы с вами здесь уже 66-й микстон можем не добавлять. То есть мы его с вами убираем. И давайте с вами думать, что же еще, что же дальше. 0, это я вам рассказываю, как вы думать должны. То есть все заранее просчитывать. Так, дальше. Мы с вами добавили 7,16, да, а у нас 43 был. Давайте включаем теперь логику. 43, да, четверка красный, фиолетовый здесь красный, помните? И у нас получается и тут, и там красный. Если честно, это химический процесс. Мы можем немного не дотянуть. Когда у нас красный, у нас может выйти немного рыженький, да, опять же на выходе. То есть получится, он может быть натуральный, но все равно отлив вот этот вот может остаться. Мы можем чисто в натуральный в 0 не выйти. У нас могут быть проблемы. Когда мы с вами добавляем 11, мы рыженький с вами нейтрализуем. Тот, который я вам говорила, может появиться, так как у нас красненького больше. Красненький и в фиолетовом, красненький и в меди в натуральной базе. Вы, конечно же, добавляете 11 микстон. Это все правильно для того, чтобы захолоднить. Но я вам рекомендую, чтобы на всякий случай еще побороть красненький. Кто мне там писал? Зарема писала. Зарема правильно написала. Надо добавить еще чуть-чуть зеленого. И теперь с вами составляем формулу. Да, 22 у нас с вами будет. Это тоже микстон. Да, добавляем сюда зелененького. И тогда наш цвет получится похолодней. Видите?
Давайте теперь с вами считать. Например, допустим, мы взяли 30 грамм красителя. Окислителя сколько мы с вами должны взять? 30 грамм окислителя, соответственно, плюс у нас здесь мы с вами уже по логике рассудили, что мы взяли краситель изначально другой. Да, 30 грамм, совершенно верно, да? Для того, чтобы нам нейтрализовать именно 43, который содержится так. А скажите, пожалуйста, а могу я вместо 7,11, вернее, вместо 0,11 взять 7,1? Напишите, пожалуйста. Могу ли я, чтобы усилить пепельный цвет, взять не 0,11, а 7,1? Вот сюда в этот рецепт могу добавить? Напишите, пожалуйста, мне. Не спите, пишите. Думаю, что да. Конечно, можем. Мы же с вами говорим о том, что в наших красителях сбалансировано все. И если вы хотите, чтобы чуть-чуть, да, отлично, супер, молодцы, правильно. То есть мы с вами можем составить так. Да, мы можем с вами добавить сюда еще холодненького, для того, чтобы у нас с вами получилась нормальная нейтрализация. То есть мы с вами можем что сделать? Сейчас я секунду опять перепишу. Да, мы с вами можем 7,16, тогда у нас с вами другие граммы будут, другие пропорции. Добавить 7,1, плюс добавить 3%. Правильно? Правильно же? Можем? Так, девчонки, лампочка не сильно светит, нормальное освещение получается. А цвет не идет, видно хорошо? Вот так, наверное, лучше. Ага. Или нет? Скажите мне, видно нормально? Семь шестнадцать. 7,16 у нас уже есть с вами. Что вы спросили, Ирин? Так, повернуть надо левее. Сюда. Вот так? Так лучше? Ага, хорошо. Так, значит, мы с вами теперь давайте дальше думать. И это все еще корни. Посмотрите, сколько мыслительных этапов вы должны пройти. Дальше, значит, мы добавили 7,16, мы добавили с вами 7,1. Значит, мы с вами, соответственно, так как нам надо сделать нейтрализацию и плюс, да, немножко усилить пигмент. Значит, мы с вами берем 20 грамм, 10 грамм и 30 грамм. Помним, да, смешивается 1 к 1. Это у нас с вами одна часть, это у нас с вами одна часть. Да? То есть 20, 10, 30. Но вы же понимаете, что на корнях он будет не интенсивный. Ну, никак он не будет интенсивный, все равно. Потому что корни у нас с вами, как я вам говорила, мы сильно не осветляем, поэтому цвет будет такой натуральный. Вы все равно смоете краситель, у вас цвет получится натуральный. Ну, хорошо натуральный получится. Но этого же мало, нам надо все равно пепельный. Поэтому, конечно же, мы сюда все равно добавим 0,11 и плюс 0,2 еще добавим. Обязательно. Ну, там 2 или 22, у кого какой. И теперь давайте считать, сколько нам надо добавить до интенсивности, для интенсивности этого цвета. Мы сделали уже с вами нейтрализацию, и все у нас с вами отличненько, поэтому мы уже не боимся на корнях, да, добавлять сюда. И вы помните, что мы с вами можем наши микстона для усиления оттенка добавлять до 1/3, да, до 1/3 части. Но 1/3 нам здесь, естественно, не надо такое количество. Но добавить мы сюда можем. Например, сколько? Да, у нас с вами, если 30 грамм красителя, то мы с вами легко, ну, я думаю, что сколько там получается, грамма 3 мы можем добавить, да?
грамма 3 мы можем добавить с вами общей смеси. Например, 2 грамма вот этой и 1 грамм нашей зелененькой части. Зеленый цвет вы не бойтесь в данном случае, потому что мы уже с вами заложили нейтрализацию нашими красителями. И, соответственно, вы уже накладываете зеленый цвет на коричневый. А зеленый цвет у нас считается что? Зеленый цвет это у нас холодный цвет. И опять же плюс зеленого цвета в данном рецепте, что это? Это то, что у нас с вами синий, который мы закладываем здесь дальше, вот этот, будет медленнее смываться. Помните, я вам говорила на уроке, что у нас с вами, чтобы цвет смывался медленней, мы с вами должны заложить немножко цвета выше. Да? То есть на медь мы докладываем чуть-чуть красненького, на красный мы докладываем фиолетовый, на фиолетовый мы докладываем синий, на синий мы докладываем зеленый. Помните это все? Я вам все это говорила. Это мы с вами тоже здесь применяем. Поэтому мы с вами делаем такое наслоение оттенков. Да? То есть мы с вами составили 2 цвета. Да, но опять же, когда мы взяли раз тюбик, 2, 3, 4 тюбика, даже если вы возьмете 3 тюбика, помните, сначала мы все перемешаем, краски между собой. То есть, если разные тюбики, мы все сначала смешиваем, а потом добавляем оксид. Потому что сложно будет вам потом вот эти микстона хорошо разбить. Поэтому сначала все перемешиваете, и после этого мы с вами добавляем оксид. И замешали. Дальше после этого вы добавляете лечение, там всякие кератины, пеночки. Это все, чего вам хочется. И дальше мы с вами наносим уже краситель на кожу головы, то есть вот у нас на 2 сантиметра. Да, дальше у нас с вами 7-е решение задачи. Пока вы не нанесли, мы с вами должны сначала сразу 2 миски составить, потому что мы с вами красим одновременно. Здесь мы с вами не выжидаем время, а просто-напросто вы нанесли краску сюда, да, здесь 30 минут, и потом мы наносим краску. Как мы, кстати, будем разводить с вами краску на концы? Мне напишите, пожалуйста, заранее. И давайте думать с вами, какой же фон осветления у нас теперь здесь есть на всей этой базе, на вот этой нашей уже отросшей части. Мы с вами писали в предыдущих пунктах. Для того, чтобы нам теперь рассчитать, какой краситель нужно взять на вот эту вот длину, чтобы получить 7,1. Да, кто там, у вас листочек перед вами, напишите мне, пожалуйста, как вы считаете, какой нам надо теперь краситель взять. Вы помните, что у нас вот здесь 8, сколько там мы с вами решили, 37. У нас здесь теперь 8,37, мы сделали с вами предпигментацию. Какой нам надо с вами здесь положить краситель? Но, с другой стороны, у вас 8,37, но здесь еще есть, видите, 4 проскакивает. Видите? То есть 34 у нас здесь еще пока присутствует. Он немножко поменялся, да, на 37, но чуть-чуть разбавился, скажем так. Но все равно медь еще с вами чуть-чуть бликует. Поэтому он, скорее всего, будет 34,7. Вот так. Какой краситель надо здесь нам с вами взять? Давайте это рассуждать. Значит, нам с вами на выходе надо получить 7,1, правильно? Больше всего, как мы с вами помним, здесь у нас желтого, правильно? Значит, какая первая цифра должна быть? Первая цифра у нас с вами должна быть. Мы с вами нейтрализуем вот эти цвета, правильно? Чтобы нам на 8 положить 7, никаких проблем нет. Мы с вами сразу же берем первую 7. И никаких проблем у нас не будет, потому что 7 прекрасно ляжет на 8, так как у нас затемнение. Значит, Зарем, мы говорим про сейчас первую цифру. Первая цифра у нас желтый. Надо ли нам брать единицу? Мы сейчас с вами рассуждаем, какой краситель изначально взять, чтобы нам сделать нейтрализацию нашего фона осветления, который у нас получился после предпигментации. Для коррекции желтого какой нам надо взять? Конкретно мы говорим сейчас в цифрах Эстель.
Потому что у нас во многих брендах существует единица, это которая антижелтый. Краситель 716. Вы уверены? Разбираем. Единица – это пепел, шестерка – это фиолетовый. Правильно? И у нас наш фиолетовый стоит на втором месте. А в нашем фоне осветления 34-м наш желтый стоит на первом месте. Желтый на первом месте. Какой надо взять краситель? Чтобы нейтрализовать желтый, вспоминаем, для нейтрализации желтого какой нам нужен краситель? Цифра. Почему 8? Зарем. Мы же в семерку уходим. У нас первая 7. У нас же желание 7,1. Логика правильная. 61. Направление 61 цветового у него. Правильно. Вот. Наконец-то. Правильно. Мы с вами должны понять, что нам с вами трешка – это у нас нейтрализация шестеркой. Правильно? И четверка у нас нейтрализация единицей. Логично? И дальше у нас еще коричневый. Коричневый мы пока еще с вами не нейтрализовали никак. Правильно? Для этого нам надо будет что-то еще добавить, чтобы к нашему коричневому еще прибавилось. Он у нас такой, получается, не чистый, а еще пока разбавленный, да? Потому что у нас же здесь с вами еще есть коричневенький. Теперь давайте думать. Значит, мы должны взять основной краситель 7,61. 7,61. Так, мы это с вами цифру запомнили, потому что мы сейчас поищем в палитре, есть ли такой цвет. Если его нет, мы с вами должны будем сейчас смешать. Сейчас я секунду посмотрю, есть ли у нас с вами 61. Так, 16. Так, где тут у меня 76? Так, ну что тут? У нас нет таких цветов, да, 61-х с вами. 66. Есть 66. Во, прекрасно. Значит, соответственно, следующим этапом мы будем думать, как нам его сделать. Да, видите, его я не нашла в палитре. Есть только 66. Давайте с вами дальше думать. Так, что там у нас? 5 плюс 1 плюс 3 равно 7. Зарем, вы иногда, когда пишете, вы хотя бы говорите о чем? 5 плюс 1 плюс 3 равно 7. Что это такое 7? Не очень поняла вот это ваше сейчас. Что вы хотели написать, Зарем? Напишите, я не очень поняла. Так, значит, смотрите. Мы когда с вами возьмем вот этот краситель, красный, синий, желтый. 5, 1, 3. Все, красный, синий, желтый равно семерка. Все, я поняла, о чем речь. Зарем, простите, я просто не очень поняла, к чему вы мне говорите. Красный, синий, желтый – это у нас коричневый. Это все понятно. Вот он у нас, вот он здесь, он у нас коричневый с вами присутствует в нашей семерке. Все это понятно. Но когда мы с вами берем 7,61, да, мы с вами делаем нейтрализацию нашего 8,34. Правильно? И, соответственно, у нас что получается на выходе? У нас получается с вами нейтральный оттенок. А нам-то надо получить с вами 7,1. Так что нам надо еще сюда добавить? Пишите. Я пока сотру, потому что у меня сейчас следующая будет запись идти. Значит, мы с вами должны взять, получается, 7,61. Должны что добавить? Не написали, еще пишите. Значит, мы с вами 7,61 нейтрализовали, сделали нейтрализацию нашего полотна. Так, все это хорошо. Мы с вами добавили зеленого цвета, все это прекрасно, но куда? Да? То есть нам надо сначала, я вам говорила, сначала мы берем с вами красители, потому что у нас красители, они имеют сбалансированные оттенки, микс-тона. У нас с вами имеют более интенсивные цвета. Их рассчитать для нейтрализации сложно. Понимаете? Еще раз говорю.
сложно, вы можете просчитаться. Мы знаем правила для нейтрализации 10, 11, 12. Мы с вами для нашей нейтрализации, да, конкретно при окрашивании высчитываем из 12 и 11 правил, да, но опять же, насыщенность пигмента, вы никогда не знаете вот этого микстона. Поэтому вы должны изначально продумывать так, чтобы взять правильный краситель для нейтрализации. И затем уже усилить нашу интенсивность цвета, сделать большую. И именно с помощью микстона. Попробуйте вот так рассуждать. То есть изначально берем краситель для нейтрализации и усиливаем. 62-й, замечательно, 62-й, это вы мне, Лен, добавляете опять зеленый, да, то есть вы фиолетово-зеленый цвет мне сюда добавили. А мы сейчас с вами говорим про то, да, чтобы нам сделать с вами холодный. И вы не забывайте, у нас здесь изначально 8 уровень. Мы с вами здесь полотно все привели к 8. А соответственно, цвета красителя темнее 7, они ложатся лучше. У них покрываемость лучше. Ну, кстати, можно 7-12, да, согласна с вами. Вот 7-12 я бы, наверное, может быть, и взяла бы, чтобы мне дальше уже никаких корректоров сюда не вносить. Значит, Зарем. Значит, смотрите. Еще раз давайте я объясню вам. Когда мы с вами берем натуральную базу, вот здесь 7, да, у нас при осветлении что делает все? Да, при том, что когда мы оксидный носим, осветляется, правильно? Значит, происходит осветление. То есть у нас с вами нужно при осветлении продумать нейтрализации плюс усиление цвета, потому что у нас идет осветление обязательно. Даже 1,5% оксид мы все равно получим с вами небольшое легкое осветление. Там может быть на 1/4 тона. То есть ваш натуральный пигмент, который в волосе, он просто съестся, правильно? И там будет фон осветления все равно. Так вот, когда мы с вами затемняем, то всегда, когда у нас краситель ложится темней сверху, да, то есть он затемняет, у него покрываемая способность мощнее, больше. Поэтому вы должны понимать, что мы, когда с вами на 8 кладем 7, у вас получится прекрасный цвет, потому что пигменты в 7, они более насыщенные, чем пигменты в 8, и они перекроют это все. Поэтому мы конкретно вот в этот рецепт можем даже нейтрализацию там или в усилении не добавлять. Понимаете? Мы можем взять просто красители, и у нас на выходе будет красивый цвет. Вот. Но вы не забывайте о том, что все-таки мы должны всегда с вами перестраховываться. И во многих брендах существует еще хороший такой вот микстон, который я вам регулярно использую, рекомендую использовать. Это антижелтый. Он всегда хорошо убирает именно желтый цвет. Антижелтый микстон, вы его можете добавлять вообще много. Там можете там 3-5 грамм добавлять. Он у вас погоды не сделает. Он у вас просто предотвратит появление зелени. Да, это именно говоря про 8, когда мы говорим 8. На уровне 7 у нас желтенький есть, но его очень мало. Поэтому, конечно же, вы сюда тоже можете антижелтый грамма 3 капнуть. Он хуже не сделает. Он у вас поборется вот с этой 3, которая здесь присутствует в нашем фоне осветления. Можете капнуть сюда. Но конкретно, когда мы сейчас говорим, что нам надо 8,34 покрасить, да, и вывести в 7,1, мы подобрали с вами краситель 61. Все правильно. Мы с вами 7,61 взяли. Мы сделали что? Мы закрасили, сделали нейтрализацию. У нас пока еще цвет не появился. И чтобы мы получили цвет, нам надо с вами добавить 7,1. И тогда мы с вами уже на нейтрализованный цвет добавим чистый цвет и получим 7,1, да, на выходе. Но чтобы нам получить, естественно, вы можете добавить либо 7,1,
либо в скобочках добавим 7-12 чуть-чуть, чтобы был цвет похолодней. И еще мы с вами сюда добавить должны, раз у нас с вами здесь зелененький, чтобы у нас не получилось много, да, зелени, мы должны с вами антижелтый добавить сюда, да, сюда добавить немножко, да, там грамма 3, там, например, допустим, антижелтого микстона. И тогда вы нашу трешечку, вот эту трешечку, очень хорошо заматируете. То есть вы тогда уже на коричневый добавите вот этот вот зелененький. Здесь коричневый получился с зелененьким. Простите, здесь получился коричневый. И вы когда положите вот этот цвет, у вас будет также похолоднее оттенок. 65-й это все прекрасно, но в 65-м там красного много. А мы с вами уходим из 34-го, в котором есть красный уже. Поэтому вы, конечно, если хотите, можете добавить 65-й, но у вас опять будет что? Коричневый цвет на выходе. А нам надо 7,1. У нас желание 7,1. И никакое не другое желание. Поэтому нам надо с вами немного, наоборот, сделать цвет холоднее. Поэтому мы с вами берем, вы помните, что нам для нейтрализации надо много, да, у нас с вами полотно длинное, да, и мы с вами, значит, берем здесь нашего 7,1, например, допустим, сколько нам здесь взять? Длина у нас здесь сколько? Получается 15, ну, грубо там, да, 15-20 сантиметров. Ну, 20 сантиметров это небольшое полотно. Кстати, вы мне не написали, как мы с вами будем, какой вообще оксид мы берем здесь еще, и 0,11 плюс 22. Зарем, правильно, 11, 22, либо взять краситель. Можем мы с вами взять краситель? Вы лучше используйте то, что у вас есть в палитре. Давайте посмотрим. Есть у нас с вами в палитре, какой мы с вами, 12. 11 есть, 12 нету, да? 11 у нас есть, 7, 1 есть, да? Ну, значит, смотрите, у нас в палитре 7,1 только есть, поэтому 7,12 это у кого-то, может быть, есть, у кого-то нет. Но вы поняли про 7,12, да? Поэтому мы с вами берем 7,1, у нас с вами нету 12 ряда. Значит, 7,1 мы с вами берем. 7,1. Прибавляем антижелтый. И плюс еще мы с вами прибавляем холодненький. Правильно? Тогда не холодненький, а этот. Двоечку, да, чуть-чуть мы добавляем. Да, вот, теперь правильно. Видите, я то же самое вам сейчас написала. Вот. И, значит, что у нас с вами на выходе получается? Да, этот нам даст коричневый, это еще больше сделает такой холодный коричневый. Мы добавили с вами на коричневый 7,1 и добавили чуть-чуть зелененького. Да, то есть у нас с вами получается, что грубо здесь у нас получается 20, да, плюс 10, плюс антижелтый 3 грамма. Здесь, получается, мы добавили 1 грамм, чуть-чуть, да, и прибавили еще, сколько процентов оксид вы мне написали? 6%? Ничего себе. Зарем, 6% у нас с вами что делают? Мы с вами брали таблицу, изучали когда нашу с оксидами, выбор оксида. Всем я вашу эту таблицу вам дала, вот, всем. У всех эта таблица есть. Вспоминаем, что делает 6% оксид. Сколько процентов оксид надо взять сюда? Да? 6% оксид пишем, да, себе. Он, ну, поднимем базу на 6%. 6% оксид, Зарем, правильно вы отвечаете на свой вопрос, да? На 2 тонна он поднимает базу. Что мы-то делаем? У нас вот здесь 8, а нам надо 7. Что мы делаем? Мы опускаем, мы затемняем на 1 тонн.
А затемнить на 1 тон с помощью какого нам надо процента окислителя? Девчонки, давайте, включайтесь. Эти ваши ошибки как раз вон там все время в решении задач везде. Вам надо затемнить, а вы мне осветляете на 2 тона. Где логика? Нам надо сделать более темный цвет, значит, нам осветлять не надо. Какой процент оксида надо взять? А еще лучше, если подумать. 3% это уже хорошо, а еще лучше 1,5. Вот теперь правильно. И 1,5% оксид плюс 1,5%. Значит, вот смотрите сюда. Мы с вами делаем тонирование по длине. И говоря о том, когда мы говорим просто о том, что это тонирование, значит, по логике мы должны разводить 1 к 2. Но когда вы разводите окислитель 1 к 2, краситель разводите 1 к 2 с окислителем, мы что делаем с вами? Да, Зарем, правильно, наконец-то. Да, Людмил, правильно. Молодцы, 1,5%. Когда мы с вами добавляем больше окислителя в краситель, мы что делаем таким образом? Мы таким образом краситель наш разбавляем. Понимаете? И когда мы его разбавляем, мы делаем цвет, значит, прозрачней. Мы делаем цвет светлее. А нам в данном случае это не надо. Мы с вами должны уплотнить цвет и привести к ровному значению. Да? То есть мы должны с вами корни выровнять с длиной. Поэтому здесь в данном рецепте мы с вами разводим краситель с окислителем 1 к 1. Если у нас здесь 30 грамм красителя, то, соответственно, окислителя тоже будет 30 грамм. Правильно, совершенно верно. Молодцы, логику поняли. Значит, мы с вами здесь добавляем 30 грамм нашего красителя и, естественно, нанесли на корни. Ничего не выжидаем, нисколько время. Сразу же наносим на длину. Сразу. Смотрите, мы почему ничего не выжидаем с вами? Потому что у нас, во-первых, здесь нет седины. Кстати, мы на следующем уроке, вы помните, у нас спецблонды и седина. Кто не успел присоединиться к нам, присоединяйтесь, есть еще возможность. Разбираем большую тему спецблонды, потому что мы не успели разобрать ее на 3-м уроке. Кстати, напишите, девочки, вы уже спецблонды начали штудировать? То есть как у вас с пониманием этого всего? Те, кто со мной проходит обучение сейчас, напишите, пожалуйста, все ли понятно. Порошки, простите, не про спецблонды, про порошки. Я там вроде как доступно попыталась объяснить, но скажите мне, как вы это сейчас понимаете. С порошками удалось нам с вами разобраться? Ага, правильно, пересматривать, естественно, надо. У вас еще 3 месяца будет, когда вы будете пересматривать. Обязательно, потому что все сразу уложиться в голове не может. Просто не может. Да, вы должны себе все, я говорю, самое основное, еще плюс выписать рукой, да, потому что вы всегда будете подглядывать туда, составите, еще раз говорю, составите шпаргалку ученика, и вы будете это все еще штудировать. Вот какая-то мысль, вы когда меня слушаете, у вас закралась, и вы сразу ее записали, да, себе эту мысль, да, что-то интересное такое для себя, чтобы потом это применять. Потому что пересматривать и переслушивать – это уже много часов. Вы сами знаете, сколько мы с вами занимаемся по времени. Отлично объясняю. Спасибо, Зарымочка. Запись, да, да, Оля, запись остается, она автоматически сохраняется в Ютубе. Если никаких сбоев не произойдет, то запись она будет, конечно. Девчонки, если вам вообще как бы нравится, да, то, что мы с вами здесь решаем задачи, вы не забывайте лайкать, ставить лайки. И, как все, спасибо, Оль. И те, кто новенький с нами присоединился, не забывайте подписываться. Мне все время, я забываю об этом, это реклама. Вот, на GET-курсе меня все спрашивают, есть ли онлайн-обучение.
коротко уж раз рекламу начала, да, там стрижки, у нас с вами каре много видов, дальше у нас с вами филировки, и вот теперь у нас с вами колористика, тоже уже в доступе все есть. Так что переходите на гид-курс и не забывайте писать отзывы, потому что по этим отзывам ориентируетесь именно вы, да, то есть нравится какой-то урок, какой-то не нравится. Вы, когда читаете эти правдивые отзывы, у меня, не, скажем так, никаких поддельных отзывов, ничего нет, все, что вы пишете, все остается. И в Ютубе все остается, и в Телеграме, и везде, где вот у нас с вами идут соцсети, и в гид-курсе ваши отзывы, все это остается в общем доступе. Я ничего не удаляю. То есть если написано правда, то это правда. Так что индивидуальная по колористике с обратной связью есть. Ну, опять же, спросите у девчонок, я всем всегда отвечаю. Вот, и да, индивидуально, я поняла. Во-первых, индивидуально у нас с вами идет как? Когда мы с вами говорим про теорию, да, я думаю, что индивидуально мы с вами можем заниматься, оно есть, вы просто напишите мне в WhatsApp, мы с вами это дело обсудим. Но мне кажется, достаточно будет вам также приобрести вот этот вот урок. Ну, по-моему, Зарем, у меня есть в этом уроке, я просто не помню всех по именам. Если нет, то, значит, то я всегда, короче, на все вопросы отвечаю. Девочки мне пишут, я им лично отвечаю. Кто не хочет писать в общем чате, у нас есть общий чат, где вы также можете видеть ответы на вопросы, которые задают девчонки. Вот. Вы можете также мне писать лично. Опять же, я отвечаю, если вы стесняетесь для общего чата. Но это не проблема. Конечно же, я поддерживаю, а меня там нет. Ну, так в чем дело? Еще не поздно, присоединяйтесь. Вот сейчас кто с нами здесь, спросите сразу у девчонок, они тоже видят этот чат. Спросите, нравится им, не нравится, и вы как бы тогда для себя примете решение. 5 числа у нас с вами будет последний урок по нашей колористике. И я вообще как бы надеюсь, что мы с вами всю информацию до конца получим. Чат где? Вот где вы пишете? Там же прочитайте, девчонки же все же там же сидят в этом чате. Чат, а чат имеется в виду, который общий, это когда вы регистрируетесь на гид-курсе, вам приходится сообщение на почту, чтобы вы вступили в наш чат. И там мы обсуждаем все вопросы, именно по обучению на гид-курсе. Именно про этот чат. Также у нас есть чат Telegram. Я всегда пишу под описанием все, куда вы чего можете зайти. Все вам ссылки, все даю. Так что тоже читайте в описании, вы можете так перейти спокойно тогда туда через ссылки в описании. Чат, который с гид-курса, он индивидуальный. Там, естественно, этот чат, он не прикреплен ни к Телеграму, ни к чему. Это только касаемо обучения. Вот общий чат для гид-курса у нас всегда можно задать вопрос, Ольга Владимировна отвечает. Спасибо, Надюша, это, по-моему, вы, да? Отвечаю, да, всегда, это правда. Но просто отвечаю, может быть, не сразу, потому что вы помните, что у меня очень много работы. Я работаю, помимо преподавателем, я еще работаю все-таки и парикмахером. Это, как вы понимаете, это мой основной заработок парикмахер. Все остальное это уже как хобби, потому что, как вы понимаете, обучение приносит не таких больших денег, тем более я тренер, у меня не школа. Кто спрашивает, интересуется этим. Сертификаты я даю только после полного курса какого-либо. Да? То есть, например, если у нас стрижки полный курс, Москва. Если стрижки это полный курс, даю сертификат. Если это колористика полный курс, и вы мне ответили на все задания, которые я вам даю, я понимаю, что вы знаете, и тогда я вам даю сертификат. Пока задания вы отвечаете мне не очень быстро, да, я понимаю, что это сложно к пониманию, колористика достаточно сложная наука, я все время об этом говорю, но если вы выучите, и сейчас мы с вами поэтому решаем задачи, да, и я думаю, что это как раз вам поможет дальше мне ответить на все вопросы, которые я вам, да, задаю на нашем обучении. И опять же поможет вам с решением, а это основное вам в работе. Да, потому что вообще все вот это, что я вам наговариваю, это конкретно работа. Вот мы сейчас с вами рассмотрели здесь именно пример, да,
обычный, да, когда нам надо выровнять полотно. Но у нас же примеров таких очень много. Тогда, когда нам надо с вами осветлить что-то, да, что-то затемнить, убрать, снять черный цвет. То есть, в общем-то, проблем много. Опять же, выровнять полотно, сделать предокраску. То есть много-много-много у нас проблем. И мы с вами должны вот так вот подходить с каждым клиентом к решению задач. Вот, например, допустим, мы с вами еще не дописали, что нам 0,2, да, вот здесь конкретно 0,2, где-то 0,5 грамм мы должны капнуть. 0,5 грамм, это значит, смотрите, 1 сантиметрик, чтобы у вас был. Потому что весы более точные, это сложно найти. Ну, не сложно найти, их можно купить. Но смотрите, тогда просто на глаз сантиметрик выдавливаете. Здесь, вот я здесь не дописала вам. Нам где-то 1 сантиметрик. Так, значит, мы с вами вот эту задачу решили. Мы с вами теперь получили 7,1. Как у вас по поводу того, чтобы мы сделали перерыв и заново будем решать какую-нибудь вторую задачу, будем к этому подходить. К сожалению, пропустила половину урока. Возможно ли посмотреть уроки по колористике? Многое, к сожалению, непонятно. Оля, конечно, я только что тут распиналась и говорила, что у нас есть большой сейчас урок, да, который тренинг мы проходим, это на GET-курсе. Можно перерыв сделать, отлично. Тренинг на GET-курсе, и вы можете присоединиться 5 числа, у нас 4-й урок последний. 3 урока вам будут тоже доступны, которые мы с вами уже прошли. Давайте тогда сделаем перерыв. Сейчас сколько у нас время? Не знаю, сколько времени. Сейчас, секунду, посмотрю. Так, давайте, значит, мы с вами делаем перерыв до часу. В час мы с вами снова возвращаемся и дальше мы занимаемся. Естественно, в описании, я вам уже сказала, все ссылки дам. Можете тогда спокойно переходить. Ну, это у вас, Надюш, время такое. А мы сейчас говорим про время по Москве. То есть через 15 минут, если сейчас 43 минуты у нас, какого-то часа, то мы с вами встречаемся через 15 минут, то есть мы встречаемся вровно. И решаем еще какой-нибудь пример, какую-нибудь задачу. Вы, если хотите, можете мне написать, какой мы с вами решим пример. Но, как правило, все в основном проблемы это с холодными цветами. Поэтому попробуем с вами рассмотреть на следующем уроке, ну, через 15 минут, задачу с, например, допустим, с холодным полотном и, например, уходим в теплый цвет. Потому что интенсивные цвета тоже могут не получаться, а могут получаться коричневые цвета. А нам надо, в принципе, интенсивный получить, но теплый. Все, через 15 минут я снова в эфире и всех вас жду.